Привет, я немножко приболела, но не могу с вами не поделиться историей, которую мне рассказал мой подписчик, причем уже такой в достаточно серьезном возрасте. Я безумно благодарна, что вы доверяете мне свои истории. Спасибо всем огромное. И я предлагаю вам послушать то сообщение, которое он мне написал. Привет, хочу тебе рассказать историю из своего детства. Ох, если бы мы все знали с самого начала, если бы хоть кто-то рассказал нам тайну этого места. Столько если бы, но ничего и никого уже не вернешь. А почему, я сейчас расскажу. Когда мне было лет 12, каждое лето мы с сестрой Ленкой приезжали на дачу к деду. После смерти бабушки он жил совсем один, на самой окраине деревни, рядом с яблоневым садом. Никто уж и не помнил, кто и когда его высадил. Селяне сходились только в том, что он существует еще с помещичьих времен. Мы просто обожали этот сад, лазали по деревьям, строили шалаши, играли в прятки. А когда поспевали яблоки, просто объедались ими. Несмотря на то, что за садом никто не ухаживал, яблок там было очень много каждый год, и не было ни одного сухого дерева. Как бы мы ни любили этот сад, но взрослые запрещали нам там бывать, а сами обходили его стороной. Однажды вечером, когда мы вернулись затемно, дед встретил нас, нахмурившись. «Я же просил вас не ходить в сад», — начал он строго. Я пожал плечами, а сестра удивилась. «Дедуль, ну почему?» Дед вздохнул, но сказал: «Опасно там, сад заброшен, случись что, мы не успеем вам помочь». Я начал возмущаться: «Да что с нами случится-то?» Но дед словно не слышал меня. «Я всю жизнь здесь живу, отучился в городе и вернулся, и женился тут, но вы-то это знаете, но абсолютно не знаете того, что этот сад, ваш любимый, был и нашим любимым. Мы, когда были детворой, как и вы, пропадали в нем днями и ночами, а потом...» Дед замолчал, поставил на стол картошку и начал нарезать хлеб. «А потом один из нас пропал, мой лучший друг, его так и не нашли». Дед снова замолчал. Ну, тут уже сестра не выдержала и говорит: «И куда он делся?» Дед тяжело опустился на стул, исчез. В тот день мы гуляли втроем. Жарко было, искупались в речке, проголодались и пошли в сад. Наелись яблок, вот друг и захотел в туалет, отошел в кусты и не вернулся. Мы не знали, сколько его не было, потому что в тот момент заснули, да, прям в том самом яблоневом саду. Проснулись, когда село солнце, а друга-то с нами и не было. Пошли домой, думали, что он ушел. Сестра тихо спросила: «Нашли?» Искали всей деревней, весь сад вдоль и поперек прочесали, но так и не нашли, сгинул. Я напрягся: «А тело?» Дед покачал головой. «А еще кто-нибудь пропал?» «Нет, но с тех пор родители не хотят, чтобы их дети гуляли в том саду. Давайте есть». Я быстро опустошил тарелку, а вот сестра ковыряла в своей. «Деда, а почему взрослые не ходят в сад?» Дед ответил не сразу. «Да я толком не знаю. Видишь ли, внученька, стар я, давление скачет, голова болит, а в саду там сквозняки, да и как-то не по себе после случившегося». Какое-то время мы молча жевали, а потом сестра встрепенулась. «Деда, а мог твой друг вернуться на речку, пока вы спали, и утонуть?» Дед поднял брови. «Может, ты и права, милая, может, так и было, кто знает». Встретившись со своими друзьями по деревне, мы, конечно же, рассказали ее и остальным. Многие уже слышали эту историю, но никто не впечатлился. Мы не сомневались, никто из нас не пропадет. И уж сад в этой истории точно ни при чем. В нашей небольшой компашке только 2 были местные. Остальные, включая нас, приезжие. Точнее, наши родители, отучившись, остались в городе и не захотели возвращаться в деревню. Если мы с сестрой приезжали из городов в паре сотен километров от нашей деревни, то некоторые были прямо из столицы.
И поначалу, конечно, обижались на родителей, что те привозили их в такое захолустье, но быстро освоились, и мы подружились. Мы все были приблизительно одного возраста. В общем, чем настойчивее нам запрещали ходить в этот сад, тем сильнее нас туда тянуло. Вплоть до выпускного класса мы проводили так каждое лето, и ничего ни с кем из нас не случилось. Не то чтобы исчезнуть, никто даже ни разу не упал с дерева и не расшиб коленку. После выпускного я перестал ездить в деревню, впрочем, как и остальные ребята. Вуз, студенческая жизнь, работа, а потом дед умер. Стал вопрос о продаже дома. Я решил проводить там каникулы отпуска, ведь деревня – это все равно, что дача. Чистый воздух вдали от городской суеты. На удивление, чем старше мы становились, тем больше дорожили дружбой и продолжали поддерживать отношения. Мы всей компанией, даже семьями почти в одно время обзавелись. Бывало, собирались все вместе в деревне. В сад нас не тянуло, но как-то в одну из таких встреч один из нас предложил туда все-таки сходить. Все поддержали идею вспомнить яблочное детство. Сад совсем не изменился, как будто не прошло 20 лет, но вскоре на смену ностальгии пришло недомогание, сердце заколотилось как бешеное, кровь ударила в голову, меня качнуло, стало больно глазам. «Ребят, вы нормально?» – спросил я у остальных. Верка и Ленка недовольно скривились, и мы решили вернуться в дом, на наше крыльцо. Признаюсь, тогда я не заметил, что в какой-то момент мне полегчало. Один друг что-то пошутил про надвигающуюся старость. Мы отвлеклись и вскоре забыли и о давлении, и о головной боли. У всех нас уже были свои дети, и мы переживали за них, как когда-то наши родители переживали за нас. Но не там, не в деревне, где мы знали каждый куст и каждое дерево. Поэтому, когда стемнело, а наши отпрыски все еще не вернулись, мы заволновались не сразу. Мы знали, что они играли в саду, так что сразу направились туда. Вечером сад выглядел темной, зловещей массой. Я поймал себя на мысли, что никогда этого не замечал, хотя в детстве мы частенько играли до темноты. Чем ближе мы к нему подходили, тем сильнее нарастала тревога и головная боль. Первой из сада нам навстречу выбежала Маша, дочь Веры. Девочка плакала, захлебывалась и пыталась сказать, что кто-то пропал. Мы бросились в сад и кричали «Вадик», так звали моего сына, и Света, старшая дочь Веры. В груди похолодело, детей мы отправляли по домам, а сами всю ночь бродили по саду. Фонари мало помогали, каждое дерево выглядело неприветливым монстром, голова раскалывалась, ноги становились ватными, движения слабыми и вялыми. На тот момент я ничем не болел, скачками давления не страдал, занимался спортом и не понимал, что со мной происходит. Меня трясло, в голове почему-то билась мысль, как я скажу жене, что потерял сына. Это подгоняло меня, словно впрыск адреналина. Но все бесполезно, дети исчезли. На утро уже вся деревня гудела, мы подняли всех на уши, обыскали сад. Он казался бесконечным. Сестра снова подумала о реке, но дети сказали, что купаться никто не хотел, к реке они не спускались. Местный участковый списал все на похищение, и это было единственным логичным оправданием. Дело в том, что по ту сторону сада проходила старая дорога. Раньше она была заброшенной, там мало кто ездил, о ней почти забыли. Но лет 10 назад, когда пара богатеев купили тут коттеджи, дорогу снова стали использовать как объездную, особенно летом. Так что, скорее всего, кто-то мог проезжать мимо и заманить детей, резюмировал участковый. Я возмутился, мой сын к чужим в машину не сядет, ему не 5 лет, он все понимает. Участковый сочувственно похлопал меня по плечу. В деревне нет чужих, все свои, ты и сам это знаешь. Значит, давай обыскивать дома своих. Тот вздохнул, обыщем. Детей мы так и не нашли. Я решил остаться в деревне, не смог уехать. Жена меня бросила, а мама от переживаний слегла с инфарктом. Вскоре ее не стало. Прошло 5 лет, я продолжаю поиски, все еще тешу себя надеждой. Сад стал мне ненавистен, да он и отвечает тем же. Стоит подойти, как словно какая-то сила гонит меня прочь.
На днях ко мне подошла Вера и позвала к себе. «Пойдем, бабушка хочет с нами поговорить». Это было странно, бабушке ее было уже 90 лет. Она не выходила на улицу и почти ни с кем не общалась. Я пошел. Вера выглядела плохо. С того страшного дня она разом постарела. И хотя у нее осталась дочь Маша, неизвестность и боль за старшую Свету не отпускали. Когда мы вошли, старушка слегка повернула голову. Мы сели напротив. «Мало кто знает историю сада», — начала она, тихо. Родители не рассказывали ее детям, никто не верил в такие байки, забылось все. Но я долго живу, помню все. Помирать мне скоро, и я бы хотела, чтобы эта история ушла вместе со мной. Но Светочка пропала, старушка вытерла слезы. Может, участковый прав, и, наверное, так лучше и думать, но я расскажу вам правду, потому что нельзя тот сад вырубать. Я просто обомлел, ведь я и впрямь подумывал, чтобы договориться о вырубке сада к чертовой матери. Видимо, Вера рассказала об этом бабушке. Старушка посмотрела на меня в упор. Моя прабабушка рассказывала, что сад этот на детских костях посажен. Деревня раньше принадлежала помещику, страшному и жестокому человеку. Если кто-то из крестьянок от него беременела, он приказывал ребеночка вытравить, а если она все же рожала, малыша у нее забирали, и в ту же ночь в саду появлялась яблоня. Сказывали, что под каждой детская могилка, потому яблони и не сохнут. И с той поры, как сад вырос, детворе в нем вольготно и хорошо, их туда тянет, словно их мертвые дети играть зовут. А если взрослый в сад войдет, так ему тут же плохо становится. Тут я сразу и вспомнил то самое свое состояние, когда искал сына. Но всему есть цена, продолжила старушка. Через 2 поколения кто-то из детей не возвращается из сада, становятся его частью, остаются с мертвыми, чтобы сад продолжал жить. Она замолчала, прикрывая глаза, и вытерла слезы. «А если...» — хотел я настоять на своем, но старушка перебила. «Пробовали, но весь за раз не вырубишь, а утром вместо одного срубленного дерева 2 новых ростка появлялись, и дети пропадали». Я заорал: «Значит, надо разом все вырубить!» И ушел, не прощаясь. Я злился на старуху. Расскажи она все раньше, не придумывали дурацких баек, наши дети были бы целы. Я бы продал дом после смерти деда и забыл бы сюда дорогу. В тот же день я выкопал в саду яблоню. Конечно, никаких костей я там не нашел, да и глупо было бы их там искать. Но где же тогда мой сын? Всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилась эта история. Меня, если честно, она очень шокировала. Даже не верится, что вот так просто те же участковые могут относиться к тому, что пропали дети. И вообще все таинственно, загадочно. Я очень сильно надеюсь на чудо, и что сын ваш и дочь вашей подруги все-таки каким-то образом найдутся, и что это все лишь деревенские байки, может, они где-то заблудились или еще что-то. Верю в чудо и держу за вас кулачки.